Привет, мои дорогие! В этом видео можно посмотреть, что мужчина говорит за вашей спиной на картах Ленорман. И вообще, говорит ли он о вас кому-либо. Хвалит, ругает или сплетничает. Сейчас посмотрим. Карты все покажут. Так бывает, что мы не знаем, что другой человек о нас думает. Тот человек, о котором вы думаете сейчас. Загадайте его, и мы спросим, что он говорит за вашей спиной. Как он к вам относится, проявляется, конечно, в том, как он о вас говорит. Иногда человек находится под влиянием, но очень часто то, что он говорит, то он и думает. Я сейчас ищу карту мужчины. И мы посмотрим, что он о вас говорит у вас за спиной. Та карта, которая будет перед ним и после него, будет выражать его мысли, чувства, ну а также то, что он говорит, это его действия. Это все важно знать. Я чаще смотрю мысли и чувства, а вот разговоры за спиной смотрю редко. Но я считаю, что это важная информация, которую только как через карты не получишь больше никак. Здесь есть карта мужчины, и мы ее ищем. А также ваша карта, карта госпожи. Обе эти карты покажут, что он говорит у вас за спиной. Именно о вас. Ну, вот он. Вот мужчина. С одной стороны у него гора, с другой медведь. Он, конечно, хочет красоваться перед другими, показать, что он сильный, но это неплохо, в принципе. И впереди него карта гора. Может быть, ему тяжело о вас говорить за спиной, он не хочет открывать эти фишки, он не хочет рассказывать о вас другим людям. Это диагностика, я сейчас вас буду искать. Скорее всего, карта гора означает, что он скрывает информацию о вас. Иногда так бывает, мужчина скрывает, потому что любит, а не хочет нарушить вот это чувство любви, да, только для себя иметь. Иногда не говорит, потому что у него какие-то другие секреты, хочет держать ваши отношения в секрете. Когда мужчина хочет держать ваши отношения в секрете, это не всегда хорошо. Иногда это означает, что он просто несерьезно настроен. Но мы будем видеть, что дальше карты покажут. Вот 3 карты – это вы, ваша диагностика. Смотрите, с одной стороны клевер, и с другой стороны ключ. Но вы были последняя карта в колоде. Видите, ключ. Вы для него ключевой человек, это однозначно, ключевая женщина, поэтому он, в принципе, скрывает информацию о вас перед своими друзьями и коллегами, может быть, даже роднёй у некоторых, потому что он хочет, чтобы вот вы ему только принадлежали. Видите, ключик вам подобрать. Он еще не уверен, что вы его любите, что вы точно так же к нему относитесь, как и он к вам. Он вот гора, он скрыт за горой, скрывает, скорее всего, все, да, но бывает так, что человек скрывает правду, а что-то другое показывает. Я сейчас сделаю расклад, это только лишь диагностика. Но карта клевер хорошая, она говорит, что и вы, и он заинтересованы в друг друге. Я оставлю ваши сигнификаторы здесь, и мы посмотрим более подробно. Итак, что он говорит у вас за спиной? Первый вопрос будет хвалит. Хвалит ли он вас? Ну, хвалится ли он, похваляется вами? Хочет ли он похвастаться, да, перед своими знакомыми, друзьями? Если такое, да, сейчас спросим. Хвалит ли он вас? Да, хвалит, еще как. Это карта собака. Он действительно хвалит, говорит, что вы добрая. Но это правда. Он говорит правду здесь. Что вы добрая, хорошая, что он вас любит, хвалит вас, да. Это очень хорошая карта. Теперь узнаем, ругает ли он вас. Та же карта гора вышла, видите, он вот то, что ему не нравится в вас, он хочет скрыть. Он не хочет, чтобы знали другие о том, что ему не нравится в вас. Я немножко сдвину, чтобы поместилась карта. Видите, это карта гора. Если даже есть что-то, что ему не нравится в вас, он держит это при себе, он ни с кем не делится.
Далее, сплетничает ли он о вас? Карта лиса. Другие люди сплетничают, лисы. Другие люди могут распускать о вас сплетни. И вот поэтому там есть гора, он не присоединяется к ним. Лисы – это другие люди, это недоброжелатели. Вот видите, как повернулось. И может быть, что мужчина вот не по своей воле что-то делает, и он не по своей воле в том обществе, куда он ходит, потому что он ведомый. Вот карта лиса – это он ведомый. Он не владеет информацией до конца, потому что кто-то его запутал следы. И может быть, по карте лиса и гора он пока не может действовать более открыто, потому что кто-то сдерживает его действия. Коварный кто-то, коварный человек. Да, дальше ему двигаться как-то страшно, потому что гора. Некоторые вещи он делает против своей воли, я вижу, потому что лиса там, да? Итак, я возьму карту, которая покажет вас, кто вы вот сейчас, на данный момент, по мнению высших сил. Вы стоите у развилки. Вы сами не знаете, что вам делать с этим мужчиной, да? Видите, здесь развилка. Вы сами сомневаетесь в нем, потому что, может быть, он себя не очень-то хорошо показал. И вам нужно принять решение самой. И вы сомневаетесь в его поддержке, вы сомневаетесь в его правде. У вас что-то накопилось. Вот развилка говорит, у вас что-то накопилось. Вы стоите... Вроде вам кажется, что это замкнутый круг, что это тупик, но на самом деле это развилка, дороги откроются, вам станет все видно. Но по лисе и развилке вместе я вижу, что что-то было украдено у вас, что-то большое, масштабное, что-то вас разочаровало, лиса и развилка. И теперь вы как бы в ступоре находитесь в отчаянии. Вас гложет какая-то мысль, куда вам дальше идти с этим человеком. Вы больше не видите цели, вы, может быть, в нем разочаровались. Такое может быть. Может быть, у вас с ним спор какой-то, и вы не знаете, как спор разрешится. Может быть, какие-то враги есть по горе или лисе. Давайте эти карты заберем, я еще буду смотреть. Теперь сделаем расклад для двоих, узнаем, что между вами. Что между вами? Что сейчас между вами и что между вами будет. Ну, сейчас волнение. Видите, карта Луна. Сейчас между вами волнение, сейчас перемены идут, потому что Луна, да, перемены. Может быть, даже на мужчине магическое воздействие, как я сказала, потому что Луна и лиса часто магическое давление какое-то показывает. Вот по Луне дальше страшно двигаться вам, потому что много чего вы о мужчине знаете, что противоречиво. Может быть, кто-то сплетничает по отношению к нему. Но на этом история не заканчивается, потому что Луна говорит, что будет продолжение, будет новый цикл в отношениях. И также карта Луна может показывать магию. Может быть, на мужчине какая-то магия, какое-то магическое воздействие. Мы посмотрим, что он прячет, что мужчина прячет. Письмо. Он может прятать, какие-то тайны у него есть, и может быть, он прячет свой доход, например, да, письмо – это как деньги. Может быть, какие-то бумаги прячет, спросите, женат ли он. У некоторых может проиграться, что не мешало бы у него и спросить. Он что-то прячет, письмо. Если вы женаты с мужчиной, он, может быть, прячет, что у него есть какие-то мечты, и он боится, что вы его как бы посмеетесь над ним, да, что-то он прячет, какие-то мечты, если вы живете вместе. А если еще не живете, узнайте о нем больше, какая-то информация, вот он закрытую держит, видите, закрытое письмо, что-то он прячет. Какой-то у него есть эмоциональный секрет, я бы сказала, да, давний секрет. Может быть, им кто-то крутит, управляет Луна и письмо, кто-то его шантажирует какими-то бумагами. Этот шантаж – это самое страшное, это часто бывает в жизни у людей. Что посоветуют вам карты в данный момент с этим мужчиной, да? Солнце – очень хорошая карта. В общем, карты Солнца советуют не отчаиваться, потому что с ним может быть очень удачное будущее. Во всяком случае, мы посмотрели, что он плохо о вас не говорит никому. И может быть, кто-то, как лиса, вот и гора, хотят отвлечь вас от главного.
Понимаете, чтобы вы сделали неправильный выбор, не в сторону мужчины. Но вам нужно сделать выбор в его сторону. Солнце – это хорошая карта, это карта счастья будущего у вас с ним. У вас откроются дороги, потому что перед этим здесь была карта развилка, помните? И карта развилка сменилась на карту солнца. У вас откроются дороги с этим человеком. И вы будете с ним счастливы, потому что солнце – это счастье, все будет видно. Вы знаете, иногда мы хотим только, чтобы был какой-то положительный ответ. Но главное, чтобы был ответ. Любой ответ – это хорошо, потому что любой ответ предполагает раскрытие дорог, развитие ситуации, продолжение отношений, прояснение. Любой ответ – это прояснение, в принципе. Да, был ответ, что есть леса, да, был ответ, что есть гора, есть препятствия, и препятствия могут быть третьи лица или другие обстоятельства, поскольку леса и гора – это третьи лица и обстоятельства, либо финансовые, деловые, бытовые обстоятельства, у кого-то семейные, но обстоятельства какие-то есть сдерживающие. Но между вами Луна – это общий жизненный путь. Ваша жизнь будет с ним меняться к лучшему. Это очень хороший знак. А также Солнце – это успех. Так что я здесь вижу, что в принципе все будет хорошо, но нужно просто переждать какой-то тяжелый период, подождать с ним, пока пройдет вот эта полоса, где есть недоверие какое-то. Но мужчина о вас плохо точно не говорит за спиной, он скрывает то, что он не хотел бы, чтобы другие узнали и помешало бы вам, да, там гора, вот можно перемотать наперед, посмотреть, как раз об этом шла речь, что та информация, которую он считает не нужна никому, он не дает о вас. То есть довольно приличный и порядочный он в своих разговорах о вас. Ну вот, друзья мои, здесь такая короткая тема на тему, что говорит он о вас, говорит ли вообще, и как относится. И я была в потоке, так что будете, когда пересматривать, больше поймете. А я знаю точно, что у вас будет все очень замечательно. И я знаю точно, что мы с вами очень скоро увидимся. Желаю вам счастья.